Всем привет! У нас сегодня с вами пересадка орхидеи. Какой? Девчонки и мужчины, показываю. Шла под номером, но потом вы мне подсказали ее название, она у меня цвела. В переводе фейерверк, я ее называю, это как бы для себя, или в переводе я уже точно не помню, но знаю, что она цветет как фейерверк. Очень красивая такая, видимо, какая-то такая пестрая. Если честно, уже подзабыла именно тонкости ее цветения. Называется она, фиг выгоришь, называется. Так, я все равно сейчас доставать буду, сейчас посмотрим. Какой-то оранж. Что-то оранжевое, апельсиновое, я так предполагаю. Орхидея находится сейчас в стадии вегетации, но почему буду пересаживать? Потому что мне не нравится ее состояние. Вы видите, да? Немножко подспущенные листья, как колеса у машины. Я предполагаю, что там с корнями не совсем все хорошо. Какие-то корни вот наполненные есть, какие-то давно пропавшие корни. Ну, с такими, как правило, я покупаю, от них нет вреда. Никакого вреда. Вот. Поэтому сейчас мы посмотрим. Я открою посадочку, извлеку растение из горшочка, и мы увидим. И потом, конечно, я приму решение о дальнейшей обработке, если в этом будет необходимость, и о дальнейшей ее судьбе. Куда, что, как, будем смотреть. Вы знаете, вот когда пересаживаешь, там, допустим, хорошее растение с шикарной корневой, все это так хорошо, все понятно, в основном-то, да, все я вам показываю, ну, не на чем ерунду всякую показать в плане пропавших корней, только если покупать растения. На канале очень много покупалось уцененных растений, вы знаете прекрасно, разные истории, не могу достать. Ну надо же, ну. Вот, и поэтому уже смысла в покупках уцененных растений нет, потому что плейлисты, они просто ломятся от той информации, которая изложена в моих плейлистах на канале. Вот. Много всего покупалось по уценке, и гнилые шеи, и гнилые корни, и разные проблемы с листьями, чего только не было. Вы, кто смотрит канал, знаете, кто недавно на канале, пожалуйста, путешествуйте по плейлистам, там информации. Ой, что говорят, просто завались. Так, что я делаю? Я разбираю. Ну, здесь вот где-то корни хорошие, вот абсолютно наполненные корешочки. Цвет у них темный, но это из-за водорослей темных. Вот здесь была такая, да, вы видели, как бы пленка из темных водорослей. Я сейчас уберу тот мох, который у меня будет выбрасываться. Весь поверхностный мох, это точно. Все с поверхности я всегда выбрасываю. Это засоленный мох. На поверхности это частая история, потому что именно мох на поверхности работает как прекрасный адсорбент. Он на себе концентрирует соли, которые входят в состав, ну, таких, ну, нехорошей воды, да. Вот, удобрения также, если где-то что-то перелили, не так развели, адсорбирует хорошо. Ну, как знаете, как фильтр пропускает через себя. Поэтому верхний мох весь убирается. Так, я прям вот начала уже откладывать то, что пойдет в посадку, в ее. Структура мха совершенно сохранена, поэтому я его возьму в посадку в новую. Зелененькое все, то, что вот здесь с краешку, я тоже это выброшу. А все, что внутри, сейчас мы посмотрим. О, вообще отличная история. Посмотрите, какая прелесть. Конечно, я заберу с собой в посадку. Где-то процентов, сколько? Ну, процентов 30-40 мха из ее прежней посадки у меня пойдет в новую посадку. Я так делаю, ничего страшного в этом совершенно нет. Потому что я не балую свои растения большим количеством. Ну да, я поняла, что здесь происходит. Большим количеством удобрений. Вы знаете, у меня крайне аккуратное и вдумчивое применение удобрений и подкормки разные. На канале много чего показывается, потому что я практикую разные варианты работы с растениями. Почему? Потому что у вас нет возможности, например, купить какое-то определенное удобрение. Ну, нет возможности. Я поэтому нахожу то, что находится у нас в свободном доступе в наших садовых центрах, и применяю, смотрю, анализирую, все вам показываю.
Все, мы очищаем. Вот, видите, вот здесь все хорошо, здесь, давайте вот так вот. Здесь не очень хорошо, а здесь все отлично. Поэтому вот так. Ну все, я поняла. Смотрите, вся поверхностная корневая система, она отличная. Это вот все, что наросло уже у меня. Все, что было в грунте, где-то пропавшее частично, да. Но с такими мы, к сожалению, корнями орхидейки-то покупаем. В этом нет секрета никакого. Но в этом, как правило, нет никакой опасности. Если все делать правильно, если не переливать, если вдумчиво поливать, не держать в болоте корневую систему орхидеи. Вот. И поэтому сейчас для того, чтобы мне сбалансировать все то, что происходит на орхидейке, частичная потеря тургора в результате того, что вот этим корням поверхностным сейчас слишком мало влаги в воздухе. У меня очень низкая влажность. Сегодня была 34. Для орхидеи это очень низкая влажность. Хотя они постепенно привыкают к моей влажности, и никакой опасности для орхидеи эта влажность, ну, такая пониженная, не несет. Да, немножко сморщиваются корешочки вот эти поверхностные. Ну, для этого мы с вами и существуем, и делаем какие-либо изменения. Сейчас растение находится в периоде вегетации. Почему пересаживаю? Потому что я вам уже много раз рассказывала. Если я могу обеспечить орхидеи необходимый правильный уход, необходимый правильный температурный режим содержания после пересадки, подсветку, вот тогда можно пересаживать. Период вегетации, растущий листик, растущие раскокленные корешочки, вот они тут кое-где есть, это все, это говорит о том, что растение можно спокойно пересаживать в зимний период. Вегетация, все. Если у вас растение цветет, у нее закуклены корни, она маленькая, ни в коем разе не пересаживайте. Вы потом потеряете растение, потом будете горько плакать. Скажете, зачем же я лезла туда? Ну все, убираю все то, что не совсем мне нравится. Ну вот, видите, здесь был переломан корень. Кем переломан? Ну, садовником, который пересаживал растение из объема 1,7 в объем 2,5. Вот там, где переломался корень, там кончик и как раз пропал. Так, слушайте, что я вначале-то хотела делать? Ну, заговорилась и вас заговорила. У меня литр воды теплой. Я сегодня обязательно хочу вымочить орхидею. Я сейчас вот эту воздушку всю. У меня аминокислоты живо. Я беру 0,5 грамма, ну, приблизительно, вот, пол ложки 1 миллилитра. И бымц туда. Сейчас, пока я буду работать с корневой системой, у меня живо растворится. Если плохо у вас живо растворяется, можно еще один маленький камушек. Маленький. Если у вас плохо живо растворяется, возьмите хорошо теплую воду, градусов 50. Она отлично растворяется, а потом ее доводите до нужного объема рабочего раствора. У нас сейчас поздно вечер. Сразу вам говорю. Орхидейка после зачистки всего того, что мне не нравится. Так, что у нас тут? Я прям вот так вот ломаю. Вот так, видите? И все отлично. Орхидейка у меня будет находиться в живе полчаса. Воздушными корнями, своими вот этими корешочками, которые умеют работать в грунте. Ну да, вот тоже переломан корешок. Вот, видите он? Садовником. Вот здесь, видите, растущий корешочек. Ни в коем случае не повредите, аккуратничать нужно в этот момент. Вот здесь вот хороший веломен, здесь частично отсутствует. Я вот так вот частично его и подуберу до живого уровня. Ничего страшного вообще в этом не будет, не переживайте. По этому стержню, вот сюда, смотрите, по веломену вода поступает, а потом по стержню пойдет и по влагоемкому грунту пойдет туда, куда нужно. Будет питать этот корень с частично пропавшим веломеном. Я вам постоянно это показываю. Девчонки, особо не усердствуйте, не переусердствуйте, да? Не нужно нам прям вот до самых чистых мест. Вот смотрите, чистый срез. Вот, все, трогать не надо. Что сделаю? Можно чем угодно. Можно сюда споры бактеринчика зацементировать это место среза, но оно сухое, цементировать не нужно. Можно взять, капнуть перекись, можно взять, корицей прикрыть, можно толченым углем, можно, вот забыла,
Вот забыла, из головы вылетело, что... зеленка, перекись водорода, ну, все сказала вроде. Все, что есть под рукой, то используйте. У меня тут поблизости стоит и перекись водорода, и зеленка. Сейчас зачем рука потянется, тем и прикроем это место. Все, не надо ничего не колупать, не снимать. Есть чешуечки. Вот, чуть-чуть там чешуечек от старых листьев. Конечно же, я беру пинцетик, он у меня обработан. И вот здесь аккуратненько чешуечки поснимаю. Тоже старайтесь делать это аккуратно, для того, чтобы вам не поцарапать корешочки рядом находящиеся, не поцарапать шейку. Вот так. Так, что здесь у меня? Этот корень достаточно маленький. Он сухой. Смысла его оставлять я не вижу. Ну, тяжи тяжами, да бог с ними. Так, что у нас тут? Тут отсутствует как таковой корешок. Я вот так уберу. И, в принципе, здесь все такое наполненное. Вот здесь что? Укоротить чуть-чуть. Да все. Да и все. Все здесь отлично, все нормально. Так, ну что? Растворяю до конца живу. Но она у меня там уже практически, вон, смотрите, она уже вон расплылась. Размешиваю и погружаю растение в раствор с живой. Все, жива у меня разошлась. Вот. Я беру орхидеечку. Вот это вот в утиль, вот это в посадку. Видите, я разделила. Живу на полчаса. Вначале я заправляю воздушненькие корешочки, но не упираясь. Какие у меня поместятся. Не знаю, сейчас посмотрим, чтобы мне их не попереломать. Воздушненькие и все те, которые были в грунте. Но тут их немножко осталось. В грунте вы видели, там практически-то и не было. Растение давало только воздушную систему корневую, поэтому... Вот, все, полчаса. Дальше. Через полчаса я вам покажу, что я буду делать. В аминокислоты я ее замочила для антистресса при пересадке. Сейчас и корневая у меня очень хорошо получит влагу, но вот сегодня не зря я сказала вечер, достаточно поздно, и эта орхидейка после обработки в живе будет сохнуть ночь. И потом мы вместе с вами ее пересадим. Какова будет посадка, покажет время. Все, минуло полчаса. Я подготовила вот такой вот коробочек. Сюда кухонный полотенчик бумажный. Достаем орхидейку. И на ночь я ее вот так вот сюда положу. Пусть лежит. Сейчас пройдет минут 30 еще. Подсохнет вот это место, место среза, ну, где я укоротила шейку, стволик. Вот это место и места, где я частично снимала веламен. Это вот здесь, да, вот это место. И вот это место. Вот. Эти места вот здесь я прикрою зеленкой. Все. Орхидейка отдыхает до завтрашнего утра. Утро следующего дня. Прошло 10 часов после обработки. Вот прям ровно 10 часов. В 10 часов вечера я замачивать ее перестала в живе. И сейчас у нас немногим не хватает до 8 утра. Вот, пожалуйста, как выглядит корневая. Смотрите, я вот прям на салфетку вчера немножко, конечно, ей даже чуть-чуть салфетку живой пропитала, чтобы мне не сильно она за ночь пересохла. Так, но вот сейчас вы видите воздушную корневую систему, частично остающуюся влажной, а частично она подсохла немножко по поверхности. Но смотрите, корневая, она достаточно эластична для того, чтобы мне с ней работать. Почему? Потому что внутри губка веламен, он напитал воду. И кажущаяся сухость корня
это только кажущееся, потому что на поверхности оболочка подсохла, а внутри веломен напитан и он эластичен. Дальше. Так, я уже, наверное, не буду ее вот особо туда-сюда. Смотрите, у меня сегодня в посадку идет горшок. Ой, как фуджи они, что ли? Я точно... Нет, это не фуджи, это что-то другое. Ладно, ну, узнаете эти горшочки, да? Сапожник без сапог. Я осталась без маленьких горшков. Сегодня поеду. У меня-то пересаживаются мои монстры огромные. А здесь, смотрю, стала искать. Ну, нету. Вот один остался. Думаю, ладно, посадим в этот. Это горшочек 1,2 литра. Но 1,2 литра – это внешний контур. Внутренний, ну, я так думаю, что литр. Даже, может быть, грамм 900. Вот так. Усовершенствовала ножками. Эти горшочки неудобны чем? Маленькие объемы идут с двумя ножками. Поэтому, когда мы ставим, они просто шлепаются на двух ножках, не стоят эти горшки. Поэтому я всегда делаю так. Паяльником дырки, и сквозь эти дырки я выставляю дюбеля. Они везде продаются, в любых строительных магазинах. Все делается за 10 секунд. И горшочек становится устойчивый и с 4 ножками. Видите, все, вот он стоит. То есть при уходе за растением он не упадет. Это самое главное. Теперь на дно этого горшочка я положила кора. Именно для этого объема я считаю эту кору крупной. В ножки тоже кору засунула. Вот. Они будут как фитильками такими вытягивать воду при поливе. Дальше. Я буду делать в посадку обязательно аэрируемый слой из кокосового волокна. Увлажняю. Посмотрите, какая воздушная перина, какой воздушный кокон. Видите, я прям его подраспустила весь, запутала на кору. Вот видите. Это кажется, что он большой объем занимает. Он, естественно, потом припрессуется, этот уровень. Для посадки у меня готов горшок. Составляю грунт. Мох старый из ее посадки, тот, который я отобрала. У меня сегодня идет в посадку кора орхиата фракции 9-12. Вот почему достаточно такую некрупную кору беру. Вот посмотрите, 9-12. Потому что это азиатская орхидея, и ей свойственно расти в достаточно влагоемких посадках. Это доказывают мои многочисленные пересадки с использованием именно в посадку мелкой коры, меньше средней фракции, да, и компонента мох в посадочку. Так, еще, потому что горшочек большенький. Так, я думаю, этого хватит. Новый мох. Вот у меня тут есть такой сухой. Я хочу его доиспользовать. Немножко увлажняю, чтобы он у меня не был рыхлым и не ломался. И туда. Вот такой составной грунт у меня получается. Процентов 40 мха и процентов 50 коры. Кажется, что больше нет. Кора, она, видите, вот она падает туда на дно. Делала сегодня миксовку. Можно делать, смотрите, как послойный пирог. Когда располагаете растения, кора, мох, кора, мох. Можно так, кому как удобно. Я то так сделаю, то так. От перемены мест слагаемых сумма не меняется, как говорят. Берем орхидеюшку и заводим вначале воздушные корни. Я их не стала опрыскивать по поверхности, потому что я вам уже объяснила. Вначале воздушные. Взяла специально, вот постаралась найти именно тот горшок, который будет широким на поверхности, чтобы мне не попереломать всю воздушную корневую систему, потому что тут, конечно, располагать корни воздушные сложненько. Ну, тут, видите, все. Так, я вот думаю, лист-то этот у меня. Вы знаете, что, наверное, я его сниму. Кстати, я сделала ровно так, как я вам и сказала. Почему снимаю лист? Я сейчас хочу, конечно, пониже ее посадить. Можно было, кстати, вчера его снять, чтобы
основание вместе съема листика у меня подсохло. Ну ладно, уже все равно поливать не буду. Первые сутки точно поливать не буду, поэтому пойдет. Размещаю аккуратненько корневую воздушную. Она достаточно длинная, поэтому мне нужно вот потрудиться уложить. Орхидея смещена. Понятное дело почему. Здесь корней мало, здесь корней много, и они все воздушные. Чтобы сильно мне их не повредить, я их аккуратненько там, вы знаете, прям раскладываю в горшочке. Ну, все, она у меня готова. Я начинаю добавлять грунт. Кора вместе с мхом вперемешечку. Мох стараюсь от шейки растения подальше отодвигать. У меня тут крупные такие волокна мха, поэтому получается это достаточно легко и просто. Около основания в основном кору. Там корешочек растущий, с ним аккуратненько. Вот прям видите, я делаю точечную выкладку около основания, чтобы много коры, чтобы много мха туда не попало. Я уделяю этому внимание всегда. И свое, и ваше. Все. И дозаполняем объем посадки оставшимся грунтом. Можно, кстати, на поверхности этой посадки немножко устелить кокосовых чипсов. Но это для того, чтобы выманивать корни, как я говорю, да, люблю выманивать корни со ствола растения. А чипсы, они хорошо выманивают. Я чипсы люблю добавлять на поверхность посадок. Неоднократно вам поясняла свою точку зрения. Кора прямо вот здесь, а мох, все остальное, да, вся миксовка подальше от шейки. Отлично. И грунта мне хватает, все как положено. Немножко мох нужно прессануть. Вот чуть-чуть прессануть, чтобы не было там сильно завоздушено пространство. Там воздуха достаточно благодаря кокосовому волокну. Прям мох беру и туда упрессовываю его. Вот так. Здесь то же самое. Сильно рыхло, ему не надо лежать. Корням я тем самым не наврежу, потому что я чувствую, где что как, и дозирую нагрузку. Все, я закончила. Давайте посмотрим, как корешочки лежат в горшке. Здесь очень все вкусно. Посмотрите, сколько воздуха, но одновременно хороший объем грунта в посадочке с большим количеством влагоемких компонентов. Видите, сколько мха. Больших воздушных карманов именно вот здесь в объеме нет. Воздуха много внизу. Это самое крутое. Почему кора без дренажного уровня? У меня крупная кора идет как дренажный уровень. Она вот в этой посадке, именно двойной горшок, она очень хорошо поднимает воду. Даже ту воду, которая будет располагаться, например, в уровне дна после полива. Но это уже потом, в последующем. Первый полив этой орхидеи, как я сказала, будет не ранее, чем через сутки, потому что я сделала хорошую плотную
обработку корней, вымачивание в течение 30 минут в живе. Все, полив у меня будет чистой водой. Какой полив? Я вам поясняю. Так как в основном корневая воздушная пошла в посадку, можно взять опрыскиватель, закрыв шейку, плотно оросить поверхность грунта со стеканием воды в нижний уровень. За время стекания воды поливочной увлажнится только мох, кора не увлажнится. Тем самым мы вместе с вами уравновесим влажность всего объема посадки. Можно замочить горшочек буквально, вот знаете, залить водичкой буквально на полминутки. Залили, полминутки посчитали, достали, всю воду убрали. Можно оставить горшок на сутки без внешнего контура, для того, чтобы корневая система воздушная не пропала в горшке. Очень часто я практикую, кстати, такой метод. Когда заливаю горшок на полминутки, вот так вот, водой, через полминутки я достаю и оставляю горшок на сутки сохнуть. Вот так. При таком поливе корневая система воздушная не пропадает. Вот здесь только один корешок, умеющий работать в грунте, все остальное с этой стороны это только воздушная корневая. Все, у меня готово. Видите, вот стоит, оно немножко шатается, но это не критично, потому что у меня вот здесь ножки немножко повыше вот эти. Зато, видите, вот, она стоит. Ну что за горшки такие? Две ножки. Ну, ребята, вы чего, производитель? О чем вы думаете? Как мы будем поливать растения? Сделала подсказочку, что у меня тут за орхидейка. И вот так она у меня будет ждать полива. Через сутки я ей предложу водичку чистую, потому что накануне обрабатывала живой. Антистресс. Всего вам самого-самого доброго, легких вам пересадок. Хороших результатов после ваших пересадок. Всего вам самого-самого наилучшего. Всем пока-пока. До новых встреч!